Генерал СВР пишет: Дорогие подписчики и гости канала, сегодня мы начинаем выпускать материалы на тему происхождения коронавируса COVID-2019. Материал действительно объемный и будет несколько выпусков, публиковать которые мы будем каждую неделю по пятницам. Сегодня вступление в эту тему, и начнем мы с того события, которым эта история фактически заканчивается. 8 января 2020 года авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Международной авиалинии Украины, выполнявший международный рейс ПС-752 из Тегерана в Киев, через 3 минуты после взлета был сбит 2 ракетами Земля-воздух, выпущенными с базы КСИР. Мы знаем и утверждаем, что самолет был сбит намеренно с целью уничтожить человека, который был на борту, и тот груз, который этот человек пытался вывести. Этот человек – канадская ученая, доктор иммунологии Фарук Хадем. А груз – это первоначальный штамм коронавируса COVID-2019 и вакцина. Информация о том, что Фарук Хадем пытается вывести штамм и вакцину, стала известна руководству КСИР за 40 минут до вылета. Задержка вылета самолета была связана именно с этим. Руководство КСИР обдумывало, как решить проблему. Снять с рейса не решились, побоявшись, что реальные причины станут общеизвестны. И было принято решение уничтожить самолет на взлете, что, собственно, и произошло. А теперь вернемся во времени в период с 20 августа по 29 августа 2019 года, когда разведка иранской КСИР передала китайской разведке тот же первоначальный штамм коронавируса COVID-19 и вакцину. Разведка КСИР при передаче штамма и вакцины сообщили китайским коллегам, что штамм и вакцина получены по их связям на территории Ирака, где были произведены в лаборатории, которую контролирует третья страна. Разведка КСИР откровенно дезинформировала китайских коллег по поводу происхождения штамма и вакцины. Ни вымышленная лаборатория в Ираке, ни третья страна, которой якобы эта лаборатория принадлежит, не имели к этому никакого отношения. А вот передача штамма и вакцины китайцам была действительно спланированной спецоперацией, которая была разработана той же страной, где и был произведен штамм коронавируса и вакцина. И это не Иран. Китайская разведка передала полученный штамм вируса и вакцину в Уханьский институт вирусологии для дальнейшего изучения. Расчет у людей, разрабатывающих спецоперацию, был именно на это, и он полностью оправдался. Лаборатория в Уханьском институте вирусологии обладала наивысшим в Китае уровнем биобезопасности и специализировалась в том числе на изучении новых видов вирусов. В конце сентября в Ухань прибыла первая группа из 3 человек спецслужбы той страны, которая проводила спецоперацию. А к 18 октября прибыла вторая группа из 4 человек в составе делегации для участия в 7-х Всемирных военных играх Международного совета военного спорта. Обе группы привезли штамм того же вируса, и все принимавшие участие в спецоперации были вакцинированы. Обе группы посещали места проживания нескольких сотрудников Уханьского института вирусологии, о которых у них была информация, а также имели личный контакт с 2 сотрудниками института и их родственниками. Цель состояла в том, чтобы заразить коронавирусом нового типа сотрудников Уханьского института вирусологии и их родственников, сымитировав якобы утечку вируса из лаборатории института. Для этого использовали аэрозольное распыление вируса, содержащегося в специальном растворе, как на самих сотрудников института вирусологии и их родственников, так и на предметы, с которыми они контактировали. Первыми заболевшими на территории Китая были действительно сотрудники Уханьского института вирусологии и их родственники. И произошло это уже в октябре 2019 года. Итак, первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, был создан и разработан в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». А теперь предыстория. В конце 2018-го, начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России из Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешевых и доступных синтетических наркотических средств китайского производства. Часть поставок согласована китайским и российским руководством под контролем ФСБ и уходят трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки. Там был контроль у чувака Пригожина. В страны Южной Америки, бартер на кокаин, а также в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркотических средств из Китая в Россию ввозились без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании,
в том числе детской, и как следствие к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем территориях. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объемы поставок росли. Путин с Патрушевым попытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам. Но китайское руководство быстро заблокировало эти каналы. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным. И это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству. Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 года. После заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в векторе. Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии, и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даем со ссылкой на наши источники, в том числе в службе внешней разведки и Главном управлении Генштаба. Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Это связано с количеством рецепторов, через которые вирус попадает в организм. Что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, а у других групп менее 3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода, и уже по анализу Патрушева вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе. Вакцина уже была, и по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были неточны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они называли вакциной, для дальнейшей передачи китайской разведке с легендой получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. В период с 20 по 29 августа 2019 года разведка КСИР передала образцы китайской разведки, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в Институт вирусологии в Ухане. А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников Института вирусологии в Ухане. Все должно было выглядеть как утечка из Института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после работы первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа отработала впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражение на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года. Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала вакциной. Но, конечно, таковой вакцина не являлась, и в отличие от реального штамма коронавируса была пустышкой. Руководство КСИР передало штамм и фальшивую вакцину для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране, и все станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и фальшивую вакцину своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Фарук Хадем, которая улетала из Ирана. Как я и говорил прежде, в КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и фальшивая вакцина были уже на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании Международной авиалинии Украины, выполнявшей международный рейс ПС-752 из Тегерана в Киев, на котором Фарук Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать Фарук Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки. Но и рисковать не стали, решив уничтожить самолет с грузом. Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно с точки зрения Путина и Патрушева. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те, кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба. Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в бункер. А точнее в изоляцию. Но тут, кстати, добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья. Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем в скором времени. Эта запись датирована августом 2021 года. На момент 1 января 2025 года, когда записывается это видео, известно, что Путин умер 26 октября 2023 года. А вместо Путина на публике появляется двойник Евгений Васильевич. Далее генерал СВР писал: «Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагал, что пока у него есть что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не свое». И, как мы узнаем впоследствии из постов генерала СВР, Путин подписал секретное соглашение с Китаем, по которому в аренду Китаю отходили огромные территории на Дальнем Востоке. Далее генерал СВР пишет: «Да и то, что впоследствии стало называться «Спутник-В», разработано еще в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы. Также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское руководство, за редким исключением. В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» был взорван газовый баллон, и пожар, последовавший за этим, должен был по замыслу уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.